9 декабря 1745 года британский аристократ Гораций Уолпол написал письмо, в котором рассказал об аресте загадочного человека, называвшего себя графом Сен-Жерменом. Главная проблема была в том, что никто не знал, кто он такой. Сен-Жермен уже несколько лет жил среди европейской знати. Он носил дорогую одежду, обладал бриллиантами, говорил на нескольких языках и поражал окружающих своими знаниями. Спустя годы он неожиданно оказался рядом с людьми, которые принимали важнейшие политические решения Европы. В 1784-м Сен-Жермен официально умер в Германии. Но спустя несколько месяцев Европа снова начала получать сообщения о встречах с ним. Люди утверждали, что видели того же человека с тем же лицом и манерами, хотя официально он уже был мертв. Затем исчезла его могила, пропали личные вещи и документы, способные раскрыть его настоящее имя. Так, кем был граф Сен-Жермен? Гениальным авантюристом, тайным агентом европейских монархов или человеком, который сумел создать одну из самых живучих загадок в истории? — 1745 год. Лондон. В городе усиливаются проверки иностранцев, а власти начинают внимательнее относиться к людям, чье происхождение невозможно установить. Именно в этот момент они арестовывают человека, который называет себя графом Сен-Жерменом. При нем находят крупные драгоценности, включая бриллианты. Он выглядит как состоятельный аристократ, носит дорогую одежду, уверенно держится в обществе и свободно разговаривает на нескольких языках. Но когда власти пытаются выяснить, кто он на самом деле, возникает проблема. Ни его настоящего имени, ни документов о рождении, ни сведений о семье обнаружить не удается. Человек есть, его связи очевидны, его богатство реально, но его прошлое словно исчезло. Несколько дней Сен-Жермен находится под арестом, однако затем его неожиданно освобождают без суда и официальных обвинений. Почему британские власти решили отпустить человека с такой загадочной биографией, неизвестно до сих пор. После освобождения он не пытается скрыться. Вместо этого Сен-Жермен остается в Лондоне и продолжает заниматься музыкой. Он выступает, создает собственные произведения и постепенно возвращается в круги аристократии. Несколько его музыкальных композиций сохранились до наших дней и сегодня находятся в Британском музее. Но затем происходит новое исчезновение. На 13 лет Сен-Жермен пропадает из поля зрения историков. А в 1758 он появляется уже во Франции, при дворе Людовика XV. Появление человека без известного прошлого при одном из самых влиятельных монархов Европы само по себе выглядит необычно. Но Сен-Жермен быстро получает доступ к высшему обществу и становится одной из самых обсуждаемых фигур французского двора. Сен-Жермен рассказывает о событиях, произошедших задолго до его появления в Европе, с такой уверенностью, будто сам был их участником. Он вспоминает старые дипломатические встречи, называет имена давно умерших людей и приводит детали, которые сложно проверить. Для одних придворных это было доказательством его выдающейся памяти и образованности, но у других возникал вопрос: как человек с неизвестным прошлым мог знать столько деталей о событиях, свидетелем которых он не был? Вскоре к этим разговорам добавилась еще одна странность. При дворе заметили необычный образ жизни графа. На роскошных приемах, где все наслаждались изысканными блюдами и дорогими винами, Сен-Жермен почти не прикасался к еде. Вместо этого он пил только один темный напиток с запахом трав, который называл особым эликсиром. По словам графа, этот состав помогал ему сохранять здоровье, энергию и силу организма. Вскоре среди аристократов начинают ходить разговоры, что Сен-Жермен каким-то образом не стареет. Но Людовика XV интересовали не только странные рассказы о его госте. Король видел в нем человека, способного приносить практическую пользу. Сен-Жермен утверждал, что знает секреты создания новых красителей и способен получать пигменты, которые французские мастера еще не умели производить. Король заинтересовался его знаниями и предоставил ему лабораторию. На исследование графа выделили около 100 тысяч франков, огромную сумму по меркам того времени. Однако эксперименты Сен-Жермена не ограничивались химией. Он заявлял, что умеет улучшать драгоценные камни
исправлять дефекты алмазов и даже соединять несколько небольших камней в один крупный. Людовик решил проверить эти заявления и передал ему бриллиант с заметной трещиной. Через 30 дней граф вернул камень обратно. Королевский ювелир осмотрел его и, согласно свидетельствам того времени, не обнаружил прежнего повреждения. Еще один знаменитый случай описал Джакомо Казанова. Он передал Сен-Жермену серебряную монету и предложил попробовать превратить ее в золото. Граф обработал металл неизвестным порошком, нагрел его, а затем вернул монету, которая внешне стала похожа на золотую. Казанова позже записал этот эпизод в своих мемуарах, однако так и не смог понять, был ли это настоящий эксперимент или искусный трюк. Но для современников этого оказалось достаточно. Вокруг Сен-Жермена закрепилась репутация человека, который знает тайны алхимии. Однако главная роль графа при французском дворе оказалась связана совсем не с экспериментами. В 1760-м, во время Семилетней войны, Франция искала способ начать переговоры с противниками, не раскрывая свои намерения официально. Для такой задачи нужен был человек, который не занимал государственную должность и которого при необходимости можно было не связывать напрямую с французской короной. Таким человеком стал Сен-Жермен. Он отправился в Гаагу и начал обсуждать с британской стороной возможные условия будущего мира. Но вскоре об этих переговорах узнал главный министр Франции герцог де Шуазель. Его возмутило, что Сен-Жермен действовал с согласия короля, фактически обходя официальных дипломатов. Он обвинил графа в превышении полномочий и потребовал его задержать. Если бы Сен-Жермена признали виновным, его могли отправить в Бастилию, одну из самых известных тюрем Франции, где содержали людей, считавшихся опасными для государства. Понимая, что ситуация стала слишком рискованной, Сен-Жермен покинул Гаагу и снова исчез. Вскоре Сен-Жермен снова появляется в Европе. Его след обнаруживается сначала в Англии, затем в Бельгии, а позже приводит в Россию. К этому моменту он уже успел побывать рядом с несколькими европейскими дворами и установить связи с влиятельными людьми. Для человека без официальной должности, подтвержденного происхождения и понятного источника богатства, такая свобода передвижения выглядела необычно. В 1762-м Сен-Жермен оказывается в России в один из самых важных моментов истории страны. Именно тогда Петр III теряет власть, а российский престол занимает Екатерина Великая. Поздние мемуары и отдельные исторические источники связывали Сен-Жермена с людьми, участвовавшими в этих событиях. Некоторые исследователи предполагали, что он мог выполнять роль неофициального посредника или тайного дипломата. Однако прямых доказательств его участия в перевороте не существует. После России Сен-Жермен снова появляется в Голландии, где уже выступает не как придворный гость, а как предприниматель. Он участвует в создании фарфорового производства, а затем отправляется в Германию, где сближается с людьми, интересовавшимися химией, алхимией и различными экспериментами. К концу 70-х годов XVIII века его постоянные путешествия наконец прекращаются. Сен-Жермен поселяется у принца Карла Гессен-Кассельского, влиятельного аристократа и человека, увлеченного наукой и экспериментами. Впервые за много лет Сен-Жермен отдаляется от дипломатии, придворных интриг и политических миссий. Его жизнь теперь сосредоточена вокруг экспериментов. Принц Карл Гессен-Кассельский предоставляет ему возможность работать в спокойной обстановке. В Экернфёрде граф получает помещение для исследований и занимается химией, красителями и обработкой материалов. Сен-Жермен утверждает, что способен создавать новые способы окрашивания тканей и получать необычные оттенки, которые были недоступны другим мастерам того времени. Эти эксперименты интересуют принца, поскольку он сам увлекается наукой, технологиями и поиском новых знаний. Позже их исследования становятся еще более необычными. Сен-Жермен и Карл Гессен-Кассельский работают с металлами, сплавами и драгоценными камнями, пытаясь понять, можно ли изменить их свойства. Именно этот период сильнее всего подпитывает старые слухи об алхимии. Однако сохранившиеся записи показывают скорее исследователя, увлеченного химическими процессами и практическими технологиями, чем человека, обладающего секретом превращения металлов в золото. Карл Гессен-Кассельский позже писал, что Сен-Жермен относился к нему с большим доверием и даже поделился некоторыми подробностями своего прошлого.
Но даже после этих разговоров никто так и не смог точно установить, кем он был на самом деле. В начале 1784 года Сен-Жермен заболел. 27 февраля граф умер от воспаления легких, а 2 марта был похоронен в церкви святого Николая в Экернфёрде. Но даже после смерти его личность осталась загадкой. В церковной книге он был записан не как настоящий граф Сен-Жермен, а как так называемый граф Сен-Жермен. У местных властей не было документов, которые могли бы подтвердить его настоящее имя, происхождение или право использовать этот титул. Человек, который десятилетиями общался с королями, принцами и влиятельнейшими людьми Европы, умер в небольшом немецком городе, так и не раскрыв главную тайну своей жизни. После его смерти исчезли почти все материальные свидетельства, которые могли бы помочь установить его прошлое. Не сохранились его знаменитая скрипка, личные записи, письма, драгоценности и другие вещи, связанные с его жизнью. А затем исчезла и сама могила. Через несколько десятилетий сильное наводнение повредило церковь и кладбище в Экернфёрде. После восстановительных работ точное место захоронения было утрачено. Сегодня исследователи не могут с уверенностью указать, где похоронен человек, который при жизни сделал собственную личность одной из самых больших загадок Европы. Спустя несколько месяцев после похорон в Европе начали появляться первые сообщения о новых встречах с человеком, удивительно похожим на Сен-Жермена. Его имя снова появлялось в различных источниках, а некоторые масонские организации утверждали, что граф продолжал участвовать в их деятельности даже после официальной смерти. Одним из самых известных рассказов стала история графини д'Адемар, придворной дамы Марии Антуанетты. В своих поздних воспоминаниях она утверждала, что спустя годы после смерти Сен-Жермена неожиданно встретила его в Париже. По ее словам, встреча произошла совершенно случайно. Увидев незнакомца, графиня сразу узнала в нем человека, которого когда-то знала при дворе Людовика XV. Перед ней якобы стоял тот же Сен-Жермен, которого она помнила десятилетия назад. Он выглядел практически так же, говорил тем же голосом и сохранял прежние манеры, словно время для него остановилось. Именно эта деталь сильнее всего поразила современников. Для обычного человека такая встреча спустя годы была бы невозможна, ведь Сен-Жермен к тому моменту уже официально считался умершим. Согласно воспоминаниям графини, во время разговора Сен-Жермен говорил о будущем Франции и предупреждал о событиях, которые должны были изменить страну. Он якобы рассказывал о надвигающемся кризисе, опасности для монархии, возможном восстании и трагической судьбе королевской семьи. Однако эти предупреждения никто не воспринял всерьез. Спустя несколько лет началась французская революция, Бастилия была захвачена, власть монархии была уничтожена, а Мария Антуанетта была казнена. Позднее вокруг этой истории появились еще более невероятные детали. Согласно некоторым поздним рассказам, Сен-Жермена якобы видели даже среди толпы людей во время казни королевы. Если верить этим свидетельствам, он находился там спустя несколько лет после собственной смерти. Насколько эти рассказы соответствуют действительности, установить невозможно. История графини д'Адемар была записана значительно позже описываемых событий, а многие исследователи считают, что со временем воспоминания могли смешаться с уже существующей легендой о бессмертном Сен-Жермене. Тем не менее, подобные рассказы продолжали появляться. Последнее известное свидетельство о встрече с человеком, которого принимали за Сен-Жермена, относится к 1820-му. Это произошло через 36 лет после его официальной смерти. После этого надежные исторические упоминания практически исчезают. Но сама легенда уже начала жить собственной жизнью. В XIX, а особенно в XX веке, Сен-Жермен постепенно перестал быть просто загадочным аристократом и превратился в мистическую фигуру. Ему начали приписывать бессмертие, тайные знания, алхимические способности и возможность появляться в разные исторические эпохи. В 1930-м американец Гай Баллард заявил, что во время путешествия по Калифорнии встретил Сен-Жермена среди гор Шаста. По словам Балларда, перед ним появился не просто исторический персонаж из прошлого, а человек, который якобы пережил несколько столетий и обладал особыми знаниями о духовном развитии человечества.
Баллард утверждал, что получил от него тайные учения, которые позже легли в основу религиозного движения «Я Есемье», созданного им вместе с женой. С этого момента Сен-Жермен окончательно вышел за пределы истории. Из загадочного аристократа XVIII века он превратился в фигуру эзотерики, которой начали приписывать бессмертие, сверхъестественные способности и влияние на судьбы человечества. Но если отделить поздние легенды от подтвержденных фактов, образ Сен-Жермена становится гораздо более земным. Ему часто приписывали знание десятков языков и способность говорить без акцента. Однако сохранившиеся документы после его ареста в 1745-м показывают, что английским он владел не идеально, а французский произносил с заметным акцентом. То же касается знаменитого эксперимента с серебряной монетой. Казанова действительно описывал случай, когда Сен-Жермен сделал серебряный предмет похожим на золотой, но он не утверждал, что видел настоящую алхимическую трансформацию. Подобный эффект могли создать химическая обработка, заранее подготовленная монета или ловкий трюк. Даже история графини Дадемар остается спорной. К моменту предполагаемой встречи ей было уже далеко за 70, а ее воспоминания относились к событиям, произошедшим несколько десятилетий назад. За это время реальные факты могли смешаться с рассказами и уже сформировавшейся легендой о загадочном графе. Почти каждую отдельную загадку вокруг Сен-Жермена можно объяснить рационально. Его знания могли быть результатом образования и феноменальной памяти, необычные эксперименты могли оказаться химическими опытами или ловкими трюками, а поздние встречи — ошибками, слухами или сознательными мистификациями. В другой части мира, в Китае, существовал человек, которому также приписывали способность победить время. В 1933-м в провинции Сычуань умер травник Ли Цинаюнь, ставший одним из самых известных примеров легендарного долголетия. Согласно одной из версий, он родился в 1677-м. Если это действительно так, на момент смерти ему было бы 256 лет. История Ли привлекала внимание чиновников, военных и журналистов. Сохранились фотографии, на которых он выглядит как глубокий старец, а современники рассказывали, что он пережил несколько поколений людей вокруг него. Сам Ли объяснял свое долголетие просто. По его словам, секрет заключался в спокойствии, правильном дыхании и умении не поддаваться лишним переживаниям. Однако подтвердить его возраст так и не удалось. Надежных документов о рождении не сохранилось, а записи того периода могли быть неполными или вовсе отсутствовать. Именно такие истории снова и снова появлялись в разных культурах. Люди пытались найти тех, кому удалось победить старение, а вокруг необычных долгожителей постепенно возникали легенды. Один из самых известных европейских примеров связан с Николя Фламелем. Он действительно существовал. Фламель жил в Париже в XIV и начале XV века, занимался переписыванием и продажей книг, был женат и умер в 1417-м. Но примерно через 2 столетия после его смерти вокруг его имени появилась новая история. Ему приписали открытие философского камня, легендарного вещества, способного превращать обычные металлы в золото и даровать бессмертие. Появились рассказы, будто Фламель и его жена не умерли, а смогли победить старость и продолжили путешествовать по миру. Позже даже утверждали, что их встречали спустя столетия после предполагаемой смерти. Однако история Сен-Жермена отличается от большинства подобных легенд. Его загадочная репутация возникла еще при жизни. Он не просто стал героем поздних рассказов, а сам при жизни окружил себя тайной. Он скрывал настоящее имя, ничего не рассказывал о происхождении и говорил о событиях прошлого с такой уверенностью, будто был их непосредственным свидетелем. При этом Сен-Жермен не был вымышленным персонажем. Его существование подтверждают реальные документы. Его имя встречается в дипломатической переписке, придворных записях и воспоминаниях людей, которые лично с ним общались. Он встречался с Людовиком XV, мадам де Помпадур, Джакомо Казановой и другими влиятельными людьми своего времени. Его обсуждали при европейских дворах, о нем писали дипломаты и политики. Одно из самых известных упоминаний принадлежит Вольтеру. В письме к Фридриху Великому он с иронией описал Сен-Жермена как человека, который знает все и никогда не умирает. Позже эти слова стали воспринимать почти как доказательство легенды о бессмертии графа. Но Вольтер был известен своим острым сарказмом. Скорее всего,
Он не подтверждал сверхъестественные способности Сен-Жермена, а лишь высмеивал слухи, которые уже ходили вокруг его имени. И все же даже без легенд остаются вопросы, на которые историки не могут дать точного ответа. Кто были его родители? Где он получил образование? Откуда у человека без подтвержденного происхождения появились деньги, связи и знания, позволившие ему свободно входить в круг европейской аристократии? За несколько столетий появилось множество версий. Одна из самых популярных связывает Сен-Жермена с семьей Ракоцци, правителями Трансильвании. Некоторые исследователи предполагали, что он мог быть родственником князя Ференца II Ракоцци, который после поражения восстания против Габсбургов оказался в изгнании. Если эта версия верна, скрывать настоящее имя он мог по политическим причинам. Она объясняла бы его образование, богатство и доступ к влиятельным людям. Однако главная проблема этой версии в том, что прямых документов, подтверждающих родство, так и не нашли. Согласно другой версии, Сен-Жермен был талантливым авантюристом, который сознательно создал вокруг себя образ человека без прошлого. Он прекрасно понимал, что неизвестность усиливает интерес. Чем меньше люди знали о нем, тем больше места оставалось для слухов. Он мог использовать реальные знания, хорошее образование, умение общаться с аристократами и немного театральности, чтобы поддерживать собственную легенду. Третья версия связана с политикой. Сен-Жермен мог быть не просто придворным необычным человеком, а неофициальным агентом или посредником европейских правителей. Известно, что Людовик XV действительно доверял ему секретные переговоры во время Семилетней войны. Для дипломата без официальной должности такая роль была удобной. Его можно было использовать в тайных миссиях, не связывая напрямую с французской короной. Но существует и самое простое объяснение. Никакого бессмертия не было. Сен-Жермен действительно умер в Экернфёрде в 1784, а все последующие встречи стали результатом ошибок, совпадений, чужих выдумок или постепенного превращения реального человека в легенду. И все же остается главный вопрос. Почему именно Сен-Жермен смог пережить собственную эпоху и превратиться в одну из самых загадочных фигур европейской истории? Кем он был на самом деле? Гениальным авантюристом, тайным агентом европейских монархов или человеком, который настолько искусно скрыл свое прошлое, что спустя 3 столетия мы все еще пытаемся его раскрыть? Почему он никогда не называл свое настоящее имя? И были ли встречи с ним после смерти всего лишь ошибками, или за ними скрывается что-то большее? Пишите свою версию в комментариях.